по вопросу ядерной программы Ирана. Надо здесь добавить, что история ядерной программы в Иране действительно, она очень старая, она еще к 50-м годам восходит. Все это было начато в свое время американцами в рамках стратегии конфронтации с Советским Союзом, между прочим. Atom for Peace, вот такое было название этой операции. Иранцы сами-то не особо были этим заинтересованы. Но действительно, перед революции 1979 года в Иране интерес к развитию этой ядерной сферы уже присутствовал, потому что наличие ядерной программы было знаком силы, свидетельством силы. Соответственно, нынешний режим фактически продолжает то, что делал режим предыдущий. Что теперь с Сирией и что может случиться по поводу вот этих событий в Сирии? Ну, если сирийский режим падет, еще надо посмотреть, кто его заменит. Сами понимаете, тут многие говорят о том, что братья-мусульмане могут прийти к власти. Есть вообще много сценариев. Но Иран, если этот режим падет, потеряет одного из важнейших своих союзников в регионе. Тут много говорилось о шиитской оси, о разрушении шиитской оси. Надо напомнить, что сирийцы-то они алавиты, а это не такой классический иранский шиизм, а другие союзники Ирана в Иране. Они частично Хизбалла. Это, конечно, шиитское движение, но есть и Хамас, а Хамас это отнюдь не суннитское движение. Поэтому я думаю, что вот эта вся ситуация приводит к появлению хрупкой такой картины в регионе. Есть такие эксперты, которые считают, что нанесение удара по Сирии не нужно, так сказать, что спешат с Сирией не потому, что это касается Сирии, а потому, что действительно это касается будущего воздействия на Иран, который сегодня представляют вот этим вот страшным злом. Я хотел бы вернуться к вопросу иранской ядерной программы. Ну, тут нет полной уверенности, и как раз и оправдание вот этого контроля МАГАТЭ, это в том, чтобы получить более ясное представление, на какой стадии находится Иран. Но прогнозы, речь идет пока что нет такого уровня, военного уровня обогащения Ирака, но чтобы разработать ракеты, боеголовки ядерные, безусловно, намерение такое есть. И дилемма состоит в том, что по отношению к международному сообществу ставится так, эта дилемма формулируется. Опасность – это способность Ирана разработать ядерное оружие или главная программа решения – это исполнение, реализация такой военной способности и позиции Израиля, кто считает, что déjà уже способность обладать ядерным оружием – это уже достаточно угроза для того, чтобы атаковать Иран, или для американцев, которые идут из европейцы, что пока не выполняется такая военная программа, нет необходимости наносить удар по Ирану. Другое замечание, с другой стороны, ни одно государство, которое дошло до такого уровня развития атома, никогда не отказывалось в конечном итоге от ядерного оружия. Если Иран получит ядерное оружие, то есть другие страны в регионе также захотят обладать им. То есть это очень тревожная ситуация. Что можно предложить? Есть, конечно, измерение такое пессимистическое и конфликтное. То есть конфликт это может быть обмен ударами с Израилем и атаки Израиля, американцев, значит, что приведет к более широкому конфликту и разрушению, уничтожению иранского режима.
Санкции, даже это не заявляется официально, это санкции преследуют цель свалить режим. Но по сравнению с предыдущим режимом мы не уверены, что следующий режим откажется от ядерных амбиций. И что можно предложить позитивного? Нужно тогда вернуться за стол переговоров, это иметь постоянный контакт, это минимум, что можно было предложить. И здесь большой, так сказать, торг с Ираном, когда нужно запретить ядерное оружие в каком-то региональном, таки более крупном экономическом досье. То есть архитектура безопасности, которую создали в регионе, и вопрос энергетики. Можно было бы разработать какое-то энергетическое сотрудничество, потому что Ирана есть серьезные большие запасы, большие месторождения, и даже если известно, что, так сказать, пока мы еще далеко от реальности того, что получит ядерное оружие, но Сирия и Иран, безусловно, это близкие очень страны. Это дополнительная угроза для Ирана, чтобы получить утраты сирийского союзника. Тогда Иран будет в этом случае как бы отключен от Среднего Востока, но удары по Ирану не связаны с тем, что происходит в Сирии, с тактической точки зрения. Я не могу согласиться с тезисом об эффекте домино в регионе, то есть, что если создаст Иран ядерное оружие, начнут создавать другие. Несколько есть причин. И отсутствие технологического потенциала. Вот. Если часто муссируется вопрос о том, что Саудовская Аравия просто его купит или получит в Пакистане, так они могут получить и сейчас, тогда и в данном случае Иран здесь не является ключевым фактором, если соответствующие договоренности между Эр-Риядом и Исламабадом имеются. Что касается технологического потенциала для создания, на мой взгляд, наиболее способные в ядерной сфере это Египет. Но опять же, речь идет, на мой взгляд, о 10-15 годах, если будет на то политическое решение. Поэтому, на мой взгляд, не стоит преувеличивать и не стоит раздувать потенциальную угрозу распространения ядерного оружия в регионе. При этом хотел бы подчеркнуть, что это не значит, что не надо предпринимать всех возможных усилий, чтобы предотвратить Иран от принятия решения о создании ядерного оружия, поскольку очевидно, что Иран создает технологические предпосылки для этого, и через несколько лет это будет вопрос политического решения. Вопрос, мне кажется, о подходе Ирана вот к этой красной черте, он стоит на повестке дня в Тегеране, но сейчас многие говорят, особенно в Израиле, то, что до иранской атомной бомбы осталось буквально несколько месяцев, год, в крайнем случае 1,5. И исходит из того, что в Иране накоплен обогащенный уран, там 3,5% обогащенного урана, столько-то количество, 20% столько-то количество, и математически высчитывают, сколько нужно Ирану для того, чтобы сделать 1, 2, 3, 4 бомбы. Это такой, мне кажется, несколько схоластический подход, чисто математический, потому что для того, чтобы этот уран весь преобразовать в бомбу, в изделие, это нужны очень сложные технологии, серьезные технологии, которые, как мне кажется, сейчас еще отсутствуют в Иране. И они к этому идут, конечно, но во всяком случае в ближайшие, вот по моему мнению, 5-7 лет Иран не сможет приблизиться к той черте, о которой я говорил, то есть создать инфраструктуру для производства ядерного оружия. У Саддама Хусейна не было атомной бомбы, он не успел ее получить. Его страну оккупировали, а его повесили. Муаммар Каддафи получил гарантии, договорившись с президентом Бушем об отказе от ядерной программы, что и послужило свидетельством о существовании черного рынка материалов, оборудования, технологий, так называемого рынка IQ Хаана. Затем пришел следующий президент, Барак Обама. Его страну разгромили, а его линчевали. У Северной Кореи режима, с моей точки зрения, абсолютно людоедского, по сравнению с которым и Каддафи, и Саддам Хусейн были более чем приличные членами мирового сообщества, есть подозрение на наличие 1 или 2 ядерных бомб. Северную Корею никто не трогает пальцем. Это и будет рассматриваться в Тегеране, в трезвость и разумность отношения руководства Исламской Республики к
гарантиям Запада, в которые я верю. Эти гарантии не стоят ломаного гроша. Это прекрасно понимает руководство Исламской Республики Иран. Точно так же, как ломаного гроша не стоит различные предложения купить перевод военной программы в мирное русло. Евросоюз хочет развить Южный коридор для поставки газовых ресурсов, ну и нефтяных ресурсов из региона Каспийского моря и Средней Азии. Вот в рамках этих проектов есть, конечно, Набуко. Это наш пилотный проект, но он, конечно, наталкивается на массу проблем. Кстати, он потенциально может включать в себя иранские ресурсы, которые огромны, но они плохо сейчас, мало разрабатываются. Ирану нужны технологии, финансы международные, чтобы развивать эти месторождения, разрабатывать. Что касается Сирии, Сирия могла бы играть роль транзитной страны, важной транзитной страны для иракских и иранских ресурсов к Турции и в сторону европейских рынков. Ну а вот в условиях энергетических и экономических санкций в отношении Сирии этот проект также полностью блокируется, он фактически сейчас на нуле. Так что пока не будут решены вот эти вот конфликты, во-первых, нынешний конфликт военный в Сирии внутренний и также иранский политический конфликт, очень мало перспектив, которые позволили бы нам видеть развитие. А Россия продолжает и с Сирией развивать свои энергетические проекты, и с Ираном, в чем-то и заменяя собой европейцев на этих рынках.